даче, кстати, такие же будут. Добро пожаловать на виллу Орхидея, друзья. Раздавили корзинку случайно. Вызывают полицию. Это первая криптоподводная охота. Такого вы еще не видели. Человек должен хотеть именно продавать. Здесь можно зарабатывать серьезные деньги. Здесь жил Макс. Его ограбили на сумму 100 000 евро. Это Интерпол, там криптовалюта незаконная, СИО. Эти были прям вообще уголовники. Теперь я начинаю все заново. Сейчас мы поедем в полицию. Офис полиции на Пхукете. Чебуреки и блины. Такого я не видел в Таиланде. Насадочка на мизинчик такая маленькая, ну такая, чтобы и если он совсем... Да, 8 000 всего будет. 8 000 бат, бах, амперы в палец. Нет, это гиперактивные дети, поэтому. А вы знали, кстати, что в Таиланде существует закон, если вы проводите пауэрбанк больше 2000 миллиампер, у вас его забирают. Даже если у вас написано больше, просто сотрите это и напишите как-то, не знаю, стикером какие-нибудь заклейте. Я думаю, что вопросов не будет. Здесь есть вещь такая, разорви щи называется. Double Big Mac. Мы с Ромой договоримся, он должен его съесть за 3 минуты. Не запивая. Раз, два, поехали. 6 секунд, Ром. Половина бургера уже нету. У тебя прошло 26 секунд. Нахер ты на это вот подписался, да? Какие ощущения? Пить очень хочется, да? Я смотрел чемпионат мира по поеданию еды. Ребята, осталась ровно минута. А что мы там поспорили? Ну, оплачивать эту шляпу все. Прожуешь и открываешь рот. Ну, на попей уже, все равно проиграл. Я выиграл, дебил. По правилам считается, когда на тарелке ничего нет, еда съедена. В общем, ребят, напишите в комментах, как вы считаете, кто все-таки выиграл, тому и присудим победу. А так, на самом деле, 4 минуты 53 секунды, и Ром до сих пор... Я уже не тороплюсь. Люди написали, что ты на Навального похож. Прикинь. Давай. Да, я знаю, да. Серьезно? Я вообще последний раз, когда стригся у барбера, он сказал, очень на Навального ты, чувак, похож. Я говорю, слушай, подстриги меня так, чтобы я не был похож на Навального. На борту Wi-Fi есть, Ром. Что можешь сказать по этому поводу? Я могу сказать, что это очень круто. Аэрофлот, я вами чаще всего летаю, поэтому сделайте, пожалуйста, то же самое. Ну просто, не впаду, ладно? Самбадика. Thank you. Воу, какой Сэмзи крутой. О, бизнес-класс вообще здесь жир. Ребят, ну что, ну вот мы и на Пхукете. Интересные вещи постараемся показать. Во-первых, мы сняли виллу очень крутую. Я на такой вилле, честно говоря, ни разу не был. И Рома, думаю, тоже. Опа, Александр Кондрашов. Красота. Приездом вас на Пхукет, на нашу виллу Орхидея. Добро пожаловать на виллу Орхидея, друзья. Хочу пригласить вас в гостевую зону. Очень много дерева вы видите использовано в отделке, в перил. Вот очень хорошее, качественное красное дерево. Пройдемте за мной, значит, здесь замечательная кухня, газовая плита, можно готовить. Там девчонки что-то тут могут резать, а парни, естественно, в этой зоне отдыхают. Ну, в общем, пойдем. Самое интересное здесь. Здесь закрыто. Ну, было похоже, что ты здесь уже живешь. Самый крутой в вилле, вообще самый крутой в любой недвижимости, это вид, друзья. Вид. Я даже ночью могу сказать, что здесь вид с утра будет просто сумасшедший, потому что виден залив. Посмотри бассейн. Здесь на пуле может быть тусовка, а отсюда ее можно будет наблюдать. Понимаешь? И самое крутое, что отсюда можно прыгнуть в басик. Вообще, на самом деле, очень важно вот на таких виллах чувствовать комфорт. А комфорт достигается за счет как раз отсутствия интерьера в стиле квартиры. Смотри, как все отделано деревом. Приезжая сюда, ты чувствуешь, что ты находишься не в городской квартире, да, а
ты приехал куда-то за город, да, расслабиться, отдохнуть, тебя вот именно уже интерьер переключает как бы на релакс. У нас на даче, кстати, такие же будут, такая же мебель. Вообще все, кто делают дачу, все, кто хочет построить себе место для комфортного отдыха, должны вот эти вещи предусматривать. Потому что если вы будете делать интерьер на даче как в своей квартире, ну как в городской квартире, то вы не будете отдыхать должным образом. Ну, пошли спальню покажешь. Пошли, да. Вот спальня для раковины. О, вот это круто. Да, здесь живу я обычно. Класс. Ты? Смотрите, смотри. Кто-то забил место. Забронировали самую хорошую спальню себе. Это для важных гостей спальня. Не, это для мальчика и девочки. Пойдем третью посмотрим. О, слышь, Донбассик сразу. О, вот это пацанская спальня, да? Пацанский стиль вообще. Слушай, рабочий стол, бассейн. Слушай, я бы вот здесь бросил якорь. Раздавили корзинку случайно. 500 бат. Либо вызывают полицию. А, смотри, они нам дарят. Всем доброе утро, друзья. Утро начинается с заплетов, как обычно. Сейчас сядем в лодку и поедем на подводную охоту. Знакомься, это Антон. Компания называется Тони Трейд. Тони Трейд. В общем, он, короче, трейдит, а в свободное от трейда времени работает на Uber. Да нет, на самом деле мы просто решили собрать всю криптотусовку и всех интересных людей, которые здесь есть на Пхукете в данный момент, и поехать вместе на подводную охоту, заодно познакомиться, поснимать и потусить. Расскажешь какой-нибудь инсайт? Что купить? SIA Coin, под него майнер выпустили. А сколько он сейчас стоит? 0.04. Ух ты. Посмотрим, насколько ты крутой трейдер. Давайте, сегодня у нас 21 января, SIA Coin. Считайте, что купили. Вообще, ребят, приехали взять снарягу, смотрите. Ружье со слип-типом, с крыльями сделано. Тут целый арсенал, можно вооружить много людей. Есть люди, которые говорят, что нельзя в Таиланде, а есть целая индустрия в Таиланде, где можно организовать охоту. То есть можно спокойно охотиться, главное на спарк не заплывать, да? Но самое интересное, что границы размазаны, как всегда, все в Азии. Это первая криптоподводная охота. Такого вы еще не видели. Давай знакомиться. Это Макс, известный как криптобосс. Макс, давай сразу рассказывай, как так получилось? Занимался бизнесом в России, была у меня филиальная сеть там по городам России. Потом продал всю эту историю, узнал про крипту. Потом, в общем, перешел в интернет полностью. Весь бизнес у меня стал в интернете. Я подумал, почему бы не пожить там в другой какой-то стране. Я поставил себе цель, все, переезжаю в Таиланд. После этого переехал. И вот вчера, там, или где там, сколько, дня 3, наверное, назад, залетели ко мне там двое человек домой. И в итоге получилось то, что все уже знают. Перевели там сумму эквивалентную, сейчас уже больше, чем 100 тысяч баксов. И как бы уже теперь ищут ребят. Но как бы, видимо, не ожидали, что так получится, но как получилось. Понятно. А они переводили откуда? С биржи? Да, но они просто очень долго разбирались там с двухфакторками, там 7 часов. Люди далекие вообще от... Да, вообще далекие. Скорее всего, навели просто тупо ребята и все, да? Ну да. Поэтому как бы я сейчас вообще вот буквально на днях уезжаю и то есть буду вести только YouTube канал, никакие Instagram, там сторисы, вообще ничего не буду. У нас здесь крипто-подводные охотники, крипто-трейдер, крипто-босс, человек, который занимается, кстати, я сейчас с Вадимом еще попозже познакомлю, он занимается продажей недвижимости. Рома говорит, что он заканчивал актерские курсы. Абсолютно. Он может смеяться так натурально, вообще без проблем. Ну давай. Красава, давай. Знаете, кому я сейчас очень сильно завидую? Вот этому молодому человеку. Он просто кайфует.
Рано эти, либо рано утром. В 7 утра, чтобы тоже в воде было, либо вечером. Вообще бесполезно, там ничего нет, мелочь плавает. Но никто ничего не видел, тут все пустые. Ну и замерз, пипец там. Майк, что самое большое, что ты купил за криптовалюту? Самое большое, пожалуй, квартиру, которую в итоге ограбили, наверное, это На самое. Пхукете, да? Да, А сколько она стоила? 21 биткоин. Это на тот момент в долларах сколько было? Около 200, может, тысяч. 200 тысяч долларов, да? Примерно так. А в чем у тебя? В основном в битках? Нет, в основном эфириум сейчас. Сейчас эфир все? Да. Почему ты не веришь в биток? Я верю в биток, но я считаю, что в этом году как бы уже все поймут, что есть гораздо интереснее криптовалюты и будут альты все-таки, мне кажется, расти. Какие самые легкие деньги ты заработал? Самые легкие деньги, ну то, что в эфир вложил на ICO, вообще изи было. То есть, А, то есть ты прям в эфире в ICO вошел? Да, вложил там около $3000 буквально. Эфир после ICO сколько стоил? Я не помню, ну там что-то со скачками, там 3, 4, 5 баксов, потом до 10 дошло. То есть, как, ну, а для меня это был огромный процент. Для меня тогда был там 100% сделать там за неделю, это вообще космос. Я думаю, что проще сейчас брать именно такие, которые уже себя зарекомендовали. То есть это Amiss.io, Neo, Эфир и ну там что-то. Ну, Ripple можно поиграть. А NEM монета, что можешь сказать? Прям тоже хорошая история. Да, потому что наши аналитики говорят, что в NEM есть смысл вообще вкладывать. Конечно, конечно. Все, что фундаментально, все, что как-то продвинет прогресс, как-то приблизит будущее, то как бы это мне интересно. Вадим, ну чё, как тебе подводная охота? Слушай, ну прям отвык сильно. Давно не нырял и прям тяжело, лень, устал быстро. Вообще часто сейчас вот запрашивают по поводу того, можно ли купить квартиру за биткоины. И когда ты вообще продал первую? Или Макс был первым? Макс был первый. Макс был первым? Да. А сколько после этого вообще всего было продано за биткоины? Какое количество квартир? Ты же понимаешь вообще, что за биткоины в принципе купить нельзя. То есть, ну, можно биткоины продать и фиатик все равно нужно оформлять. То есть никакой продавец не возьмет биткоинами. Я помогаю эту всю сделку организовать, всю структуру сделку от начала до конца. С Максом мы сделали этот первый, а потом еще 12. 12. А ты сюда приехал, ты уже у тебя что-то было или ты приехал все с нуля начал делать? Я вообще с нуля. А ты сам откуда? Сам из Киева. А, из Киева? Да, я приехал в полном депрессняке, потому что у меня в 2008 году был такой жесткий кризис. Я до 2012-го там что-то пытался разрулить в Киеве. Ничего не разрулил, приехал вот с голой жопой. Ты все бросил и просто переехал? Да, все бросил. Не, ну у меня сейчас-то все хорошо там. Не, ну я насколько понимаю, сейчас вы здесь топовое, да, агентство, которое по недвижимости? Ну, я думаю, что в онлайне, да. Вот, скажем так, здесь на самом деле конкуренция очень большая, очень много агентств всяких, но что касается онлайна, что касается сервиса и там организации вообще всех структур сделок, все это мы делаем. Слушай, а ты можешь показать какую-нибудь прикольную виллу, вот, чтобы ребята понимали вообще какой-то уровень? Да. Давай к Максу на квартиру завтра съездим, Давай, посмотрим. давай. По местам, так сказать, преступлений. Да. С Вадимом разговариваем, я говорю, слушай, ну как тут бизнес, как все дела? Он говорит, большая проблема, нету работников нормальных, все приезжают, все на расслабоне, все бухают, тусуются, курят, и никто не хочет работать. А ему приходится самому ездить, сделки закрывать. Я говорю, слушай, а почему ты не наберешь людей, мне кажется, из России, там, из Украины, Казахстана, Беларуси, с удовольствием поедут в этот рай для того, чтобы поработать, там, жить здесь и не париться. Поэтому мы сделаем ссылочку, специальную ссылку, оставим ее в описании, переходите, заполняйте анкету, он отберет лучших и поможет вам с переездом в Таиланд. Уровень у нас высокий, на самом деле, надо, чтобы английский был сразу. Те, кто не знает английский язык, ну, не тратьте время. И человек должен хотеть именно продавать. Вот это должно быть в крови. Продажник, да. Знаешь, продажник должен быть. И здесь можно зарабатывать серьезные деньги. Ребята, для вас это уникальная возможность вырваться из рутины. Может быть, вы не хотите сидеть в офисе, будете ездить, показывать виллы, закрывать сделки. Мне кажется, это шикарная работа. Я бы сам поработал. Да. Всем привет, с вами канал Александра Кондрашова и канал Криптобосса и канал Велокарта Вадим. У Макса, у него тоже канал про блокчейн. Криптобосс. Вот, а Вадим, он достаточно быстро достиг успеха
в Таиланде, на Пхукете. У него одно из ведущих агентств, причем хорошего такого уровня. Сань, ну здесь вообще просто. Здесь можно, вот инвестиционно, если говорить, то хорошую, классную квартиру, такую однокомнатную с залом, цена $100 000. Ну, недорого. Да, вообще недорого. И тебе не надо сразу все деньги. Ты там заплатил 3 депозит, затем там 25, от 25 там, до 35, в зависимости от проекта, процентов заплатил за первый износ, потом там коробку построили. Короче, где-то в течение года. То есть вообще абсолютно реально, адекватно. Но здесь быстро строится, да? Да. Ну, год-полтора, там, допустим, строятся там 200, 300, 400 квартирные дома, вот такие вот. Ну вот я, знаешь, что предлагаю сделать? Я сейчас крузак продам, вложу в 10 проектов эти деньги. Если до 100 000 они вырастут, я инвестирую в квартиру в Тае. Круто, все, договорились, забили. Кто чем только не занимается, очень много фрилансеров всевозможных. То есть вы можете просто научиться красиво печатать, там, писать тексты, обрабатывать, монтажировать видео, снимать. Вот ребята снимают. Да что угодно делать, если у вас есть мозги, компьютер, никакой проблемы нет. Очень многие пишут, типа, там, я там хожу, у меня там 6 000 рублей, 10 000 рублей зарплата. Но это значит, ты хочешь ходить и получать такую зарплату. Если ты хочешь как-то изменить свою жизнь, поднимай свою задницу, едь в Москву для начала, заработай денег на билет до Таиланда и уезжай в Таиланд. А аудитория обожает всякие там подарки, призы, скидки и прочее. Если люди придут от меня к себе на канал, что ты можешь им предложить? Есть очень классная тема, ребята. Кстати, Саня, у тебя, я знаю, много такой аудитории, которая реально, может быть, интересуется покупкой недвижимости за рубежом. Так вот, если примете решение покупать в Таиланде, у нас есть специально разработанная программа лояльности, в которой начисляются сабаи. Это наша внутренняя валюта и, ну, такой, простыми словами, это кэшбэк. Мы возвращаем часть нашей комиссии нашим же гостям подарками, призами. Но это довольно-таки существенная сумма. Кому интересно, ссылка в описании же будет, да? Да. Есть клуб велокарты. Так вот, там есть система сабаев. Так вот, все, кто скажут, что от Сани Кондрашова пришел, дабл. Вот прям можете умножать на 2, и получится у вас то количество сабаев, которое мы подарим. Это бесплатная машина, это бесплатные виллы, это там, ну, короче, очень вот такие яхты бесплатно будут после покупки недвижимости. Будем отмечать новоселье. Вы сможете потратить эти сабаи на любые развлечения, в принципе, на что угодно. Хотите хоть в ресторан пойти, хотите куда угодно. Да. Это везде То есть работает. компания будет оплачивать за вас ваш Это отдых. вам такие бонусы. Обязательно говорите, что вы от меня. И покупайте недвижку в Таиланде. Здесь жил Макс, криптобосс. К нему недавно залетели 2 человека, и его ограбили на сумму в 100 000 евро в крипте. Поэтому мы сейчас проведем такой следственный эксперимент, покажем вам, как это все было. Вы вдвоем с девушкой идете, да? Да, идем. Тут темно. Вы поднимаетесь вдвоем, да, никого? Да. Вот сейчас самое интересное. Вот мы, значит, ну, скорее всего, они просто вот здесь свет включается. Ага. Они его выключили, ну, скорее всего, потому что обычно свет включен. Ну, и я вот иду. Вот, открыли дверь, и он стоял у двери, видимо. Сейчас закрыли ее. 2 типа здоровенных таких, прям, ну, видно, наверное, заталкивают нас вперед. Вот, и нас садят, короче, сюда. И что они говорят? Так, садитесь или что? Да, короче, говорят. Или они представляют сотрудниками Интерпола? Говорят, это Интерпол, там криптовалюта незаконная, ICO, все, короче, полный бред. Вот. Да. А потом нам надевают на голову такие маски, чтобы я ничего не видел, они, соответственно, ну, заматывают лицо полотенцем. Вот. Ну и говорят, типа, вот, все, давайте сюда заходите в эту комнату. Ну, мы уже ничего не видим, как бы нас сюда заталкивают. Вот в эту, да? Да, здесь у меня раньше просто мама жила, приезжала, типа, и я, типа, ну, ее оставил, здесь ничего нет. Вот нас садят на кровать, ну, вот так вот мы садимся, и все, они закрывают дверь, приходит уже 3-й чувак. Вот, а 3-й чувак у них был, типа, как айтишник, ну, что-то вроде того. Он Который разбирается более. Да, а эти были прям вообще уголовники, они ничего не понимали, как прям вообще очень такие вот. А нет видеозаписи, где они заходят, то есть ничего такого нет? Ну, есть, но это у полиции, то есть надо спрашивать. Ну, а страшно было прям вот?
Ну, конечно. Тогда, конечно, было страшно, потому что запугали там наркотиками, накачали. Они, во-первых, сутки вообще боялись что-либо кому-либо говорить. Через сутки я на один какой-то дозвонился, дописался, встретился. И, ну, это был ужас. То есть Макс и Аня, они сели в машину, озираясь, за нами следят, шепотом разговаривали. У нас прослушка в квартире, у нас прослушка везде, у нас наружка, нас там пасут, мы не знаем за что. Там, и они еще до сих пор верили в легенду, что это был Интерпол. Кстати, паспорта да, забрали, Да, все забрали. конечно. Да. Всю технику, паспорта. Получается, 4 компа, 2 телефона, карты все, ну, банковские. Уже деньги с карт тоже сняли с банковских. Через вот только часа 3-4 мне удалось ребят успокоить, объяснить им, что это были всего лишь грабители, что тебе точно нужно завтра в полицию обращаться, потому что тоже была глубокая ночь, там 2-3 часа ночи. И на утро там я уже позвонил знакомому полицейскому, и Макс поехал уже к нему, там, и вот это все уже выявилось. Когда они отжимали крипту, они только 2 биржи обработали, а 3-ю они не успели, и потому что они торопились, потому что они, скорее всего, сразу же там на автобус или на тачке свалили. А по какой статье вот это идет? Грабеж. Грабеж, да. Еще удержание заложников, кстати. Да. Заложники, грабеж. Да, Если бы они не забрали компы, а просто крипту, в принципе, даже не было бы никакого. То есть большая ошибка, что они... Еще и деньги с карточки сняли. И деньги с карточки. Ребят, в общем, теперь, поскольку много у меня денег очень своровали, криптовалюты, теперь я начинаю все заново, и свой путь, и буду рассказывать, как вот начать с нуля. Конечно же, ссылку скину. И, кстати, не скидывайте деньги те, кто собирает ему там. Мне на лечение собирают уже деньги. Да, очень много мошенников сразу образовалось. Типа, давайте поможем парню, соберем на лечение. Вот он жив-здоров, все нормально. Ну чё, держись, давай, зарабатывай еще бабла. Сейчас мы поедем в полицию и попробуем там поснимать, как идет расследование. И там работает русский полицейский, его зовут Игорь. Хороший мужик. Поможет найти грабителя, я думаю. Ответственный. We call you WeChat from immigration at the airport. Сейчас сказали, будем просматривать 500 фоточек. 500 фотографий надо посмотреть. Да, кто пересекал границу, будем смотреть. Окей. Офис полиции на Пхукете. У них есть телевизор, вентилятор. Здесь вот так сидят полицейские. Илюха решил нас местными деликатесами покормить. Слушай, ну выглядит приятно. Вот таких ловили вчера. Thai Russian food. Выглядит все, конечно, жестко. Very good. Я куриный суп буду. Стоит 2 копейки. Уха даже есть. Чебуреки и блины. Такого я не видел в Таиланде. Написали ребята, что не нашли. Компьютер, который они украли, включился в Малайзии, поэтому сразу стали пробивать всех выезжающих в Малайзию на автобусах. Короче, ребят, полно тайн следствий, нельзя много вам разглашать. Вот я лошара не взял ни оливье, ни каприз-салат. Давай, вот это с курицей, о, бульончик. Как я по тебе скучал, дружище. Трошка. Слушайте, ну реально русская кухня. Ничем не отличается. Ребят, это топовое место, реально. Вкуснее, пока здесь не ел. И смотрите, в каких условиях все это... Привет! Они все говорят чеснок, гренка по-русски. Смотрите, в каких условиях это все готовится. Но очень вкусно. Все, кто здесь русские живут, они дома не готовят, заказывают отсюда. Но действительно, недорого и не надо запариваться, стоять у плиты. Ребят, заехали на заправку и нам интегрировали рекламу, смотрите. Добрые ребятки, да? Довольные. Наши будут сейчас обматерили тебя. Что ты меня снимаешь?